Всем привет! Летний рабочий день закончен. И сегодня хочу рассказать о своих двух бензотриммерах. Первый — это Husqvarna 122C 2013 года выпуска. И на замену ей я купил штиль FS 45C. Значит, Husqvarna сейчас выставил на Авито. Пока есть возможность, решил про две записать видео, сравнить, мало ли кому-то будет полезно. Сначала расскажу о Husqvarna. Купил я ее практически 7 лет назад. Цена была практически 10 тысяч рублей, плюс-минус. И за эти годы эксплуатации, в принципе, в нее вложена половина стоимости. Ломалась она у меня каждый сезон. Доставляла достаточно много неприятностей. И поэтому в этом году я уже намучился и купил себе похожий на нее штиль. Значит, теперь подробнее об этой косилке. Так, значит, органы управления у нее стандартный, воздушный фильтр вот здесь. Здесь у нее заслонка, значит, дергалка, бензобак, в принципе, на 300 миллилитров. Орган управления и старт-стоп. Она автоматически откидывается, эта кнопка, в отличие от штиля. У штиля у нее, значит, надо переключать постоянно. Обе косилки, и штиль, и Husqvarna, оснащены так называемым легким запуском. Это когда вот доводится до суда, дальше продергивается, и она так достаточно легко заводится. Значит, ручки вот такие, не двойные, чтобы удобно было по маленькому участку ходить. И обычные головки. Значит, это вот в таком виде головка за 7 лет эксплуатации. Значит, косит он достаточно хорошо. Куплен он был, кстати, на замену бензиновому триммеру бошевскому. Вот, разница достаточно большая по мощности, по удобству и по всему остальному. Значит, первый год у меня сломалась система запуска у него, вот, которая идут катушка. Вот, по гарантии ее поменять отказались, сославшись на то, что на чеке, на гарантийной книжке нет штампа, еще чего-то. Значит, было заплачено за это 2000 рублей. Это произошло вот после первого сезона работы. Далее, значит, на следующий сезон отказалась она вообще у меня заводиться. Значит, была поменена свеча, свеча не помогла. Вот. Искра была, топлива не было. Отвез в сервис, сказали, что оторвался, сломался шланчик. Параллельно была заменена вот эта вот крышка, которая лопнула. Вот. И почистили карбюратор. Значит, после этого она у меня полсезона отработала. Кстати, за это я заплатил еще 2000 рублей. Полсезона она отработала. Вот. И опять сломалась. Значит, начал ее разбирать уже сам. И выяснилось, что вот эти вот провода были упакованы при сборке неаккуратно, и они перебились. И отсутствовало питание на свечку вот сюда. Вот, сам это все починил. И дальше у меня начались проблемы, как у всех владельцев этой косилки, судя по отзывам. Проблемы начались с карбюратором. Вот. Выложу видео, как она заводится отдельно. Вот. Но сейчас она у меня работает. Как только нагревается, начинает глохнуть на холостых оборотах. Вот. Эта косилка достаточно тихая, в отличие от штиля. Значит, у нее вот здесь вот написано 72 децибела. У этой у нас ничего не написано, но она достаточно громкая. Вот. Теперь давайте про штиль. Значит, не совсем то же самое. Тоже здесь вот заслонка, подкачка, бак. Бак здесь побольше. Значит, тоже легкий запуск, свечка. Значит, курок с фиксатором. То есть при заводе нужно включить, при первом холодном заводе нужно включить полный газ. И вот здесь вот штучка
включатель не в автоматически он откидывается. То есть либо включено, либо выключено. Ручка в принципе такая же. Значит, вот эта вот катушка штилевская, она вроде как чуть-чуть поудобнее, но пока чуть не привычно. Привыкаю. Значит, она отработала уже 10 примерно баков вот этих вот. Значит, что еще хочу сказать, что косилка жрет топливо в 2 раза больше, чем вот эта вот Husqvarna. Разница в мощности тоже достаточно большая, но топлива она жрет достаточно много. Значит, есть вот такой вот крючочек у нее для подвеса. В комплекте его нету, надо докупать отдельно. Значит, у Husqvarna такого крючочка нету. Вот. Во всем остальном же здесь вот воздушный фильтр. Кстати, крепление вот это болтается. Иногда при работе открывается. И вот здесь вот такие ножки. Значит, более-менее... вот нашли. Значит, здесь 111 децибел. Достаточно громко по сравнению с Husqvarna. Вот. Все остальное достаточно стандартно. Пластик достаточно качественный. Единственная ручка вот эта вот. Ну, к этому надо привыкнуть. Значит, у Husqvarna что еще сейчас происходит? Значит, вот здесь вот не видно. Сейчас вот там вот докопаюсь. Вот есть подтеки топлива. То есть, когда полный бак, откуда-то начинает сочиться топливо. Вот, в сарае у меня достаточно сильный запах стоит бензина. Вот. Но в целом, я считаю, что Husqvarna могла бы проработать подольше, получше и менее капризно. Посмотрим, как себя поведет штиль. Если будет себя вести так же плохо, запишу такое же видео. Пока не забыл, расскажу немножко о заводе этих косилок. Значит, у Husqvarna все достаточно просто. Значит, вот эту штучку никуда вставлять не надо, она как есть, так и остается, дергать не надо, это тоже все время в включенном состоянии. Значит, когда она холодная, снимается вот эта заслонка, вот, и такими вот движениями вот она опускается потом она работает. Так лучше. Значит, у штиля все немножко посложнее. Значит, надо убедиться, что вот эта кнопка стоит в положении включено. После этого на холодную вот этот курок фиксируется вот таким образом. Открывается подсос. И она продергивается. Вот она продернулась. Подсос закрывается. Раскидывается, она работает на холодном. Это не очень удобно. Вот. В более новых моделях у них все по-другому. Такая же система уже, как на Husqvarna. Вот. Но на этой, значит, проблема в следующем, что как только ты ее заглушил, вот, забываешь вот так включить, начинаешь дергать, она не заводится, автоматом дергаешь вот эту ручку, значит, и, видимо, она потом заливается. Потом вспоминаешь, нажимаешь включить и очень-очень долго ее заводишь. Вот. В этом отношении, конечно, у Husqvarna такого нет. Но и качества пока такого нет. Так, расскажу немного про леску. Значит, на штиле у нас сейчас стоит штилевская леска 2-миллиметровая. Вот такая. Значит, зелененькая косильная струна круглого сечения. Значит, а здесь стоит леска, или как ее называется, струна Hitachi. Вот. От лески очень много чего зависит. Вот. Значит, попробовал фирменные вот эти лески и штили, и Hitachi. Расход достаточно маленький. Если сравнивать с лесками, которые во всяких хобби и везде
дешевые вот китайские продаются. Значит, косим мы, конечно, не бурьян, а вот такую траву. Вот, для такой травы 2-миллиметровой лески вполне достаточно. Бурьян этими косилками косить, наверное, смысла нет даже пробовать. Только газонную траву. Для хускварна я докупал вот такой ремень через плечо. Вот. На ней, как я уже сказал, крепления нету. Здесь вот делал просто петельку и вот пробовал с ним ходить, мучился. На мой взгляд, вообще не нужная штука ни на штиле, ни на хускварне, потому что держатся они в руках, весят они порядка 4,5 килограмм, поэтому вес это достаточно маленький, и с ними и как раз из-за ручки удобно просто ходить в руках, носить ее. У штиля бонусом шли вот такие очки. За это огромное спасибо. Заботьтесь о безопасности наших глаз. На этом все. Всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.